Всем привет! В этом видео я покажу, как приготовить очень красивый, интересный торт из зефира. Если вам интересно, смотрите дальше. Подробные рецепты зефира у меня уже есть на канале. Ссылки оставлю в описании. В ковшик ставим все ингредиенты для сиропа. У меня тут яблочное пюре и пюре консервированного персика. Обычно я беру 150 грамм яблочного пюре и 50 грамм любого другого пюре. Ковшик ставим на плиту и, помешивая, варим сироп примерно до 105-106 градусов. Параллельно взбиваем белок. Вначале взбиваем до такой мягкой пены и потом вводим сахар. Белок с сахаром надо взбивать до стабильной пышной массы, так чтобы она не выпадала из чаши, если ее перевернуть. Чтобы цвет был более желтый, так как у меня персиковый зефир будет, я добавила немного еще куркумы. Я не люблю к зефиру добавлять пищевые красители, поэтому я выбрала куркуму. К этому времени у нас сироп уже достиг 106 градусов. Снимаем с плиты и тонкой струйкой, непрерывно взбивая миксером, вводим сироп в белки. Обычно, когда выливаем сироп из ковшика, на дне остается еще примерно 50 грамм сиропа. Я останавливаю миксер и потом лопаткой вынимаю из ковшика еще и добавляю зефир и продолжаю взбивать. Ничего с зефиром не случается. Надо взбивать до того момента, когда мы чувствуем, что масса крепкая, стабильная. Если взбивать ручным миксером, то можно даже чувствовать, что миксер работает с усилием. Потом я буду использовать силиконовую форму. Тут вы берете любую форму, можно даже наполнять в кольцо. Как готовить зефирный торт в кольце у меня тоже есть видео на канале, ссылку оставлю в описании. Но чтобы готовить зефир в силиконовой форме, надо наполнять очень аккуратно, чтобы нигде не образовались пустоты, пузыри. Конечно, если где-то немного образуется, ничего страшного. Это смотря, что в дальнейшем будете делать, как будете украшать торт. Чтобы зефирная масса к форме распределилась без пустот, без пузырей, я помогаю с ложкой. По бокам распределяю, прижимаю, чтобы все пузыри, если где-то что-то есть, выдавливались. Потом эти края тоже я ложкой наношу зефир. Не спеша, но в то же время тоже нельзя медлить, так как зефир стабилизируется при 40 градусов. Под видео описании я оставлю рецепт зефира и оставлю пропорции, на какую форму, сколько зефирной массы у меня ушло. Далее, когда распределила зефир, накладываю малиновый конфи. Малиновый конфи я готовлю по тому же рецепту, как и клубничный. Из маракуйи у меня есть рецепт. Добавляю и пектин, и агар. Тогда начинка получается и стабильная, и очень нежная. Заранее испекла изумрудный бисквит. Это бисквит из шпината. Также ссылку оставлю в описании, где у меня есть подробное видео. Бисквит разрезала пополам. Один корж кладу на малиновое конфи, по бокам распределяю опять зефир. На бисквит кладу еще слой зефира. Если где-то внутри остаются какие-то пустоты, это ничего страшного. Главное, чтобы снаружи, где форма, чтобы не мешала визуально.
в конце ставлю второй корж бисквита. Немного прижимаю, чтобы он соединился еще не застывшим зефиром. У меня немного остался зефир, зефирная масса. Я отсаживаю зефирки. В зефирке я наполняю тот же самый малиновый конфи. Очень удобно такие зефирки наполнять из кондитерского мешка. Придавливаем, он посередине распределяется. Форму, которую мы наполнили, надо ставить в морозилку примерно на 30 минут. Зефир в холоде очень быстро стабилизируется. И сейчас надо вначале отсоединять края, посмотреть, отходит ли зефир от формы. Аккуратно, не спеша, если где-то прилип, чтобы не повредить будущий торт. Вот видите, немножко у меня образовались пустоты, но это ничего страшного, так как я торт буду украшать. Распечатала сахарную картинку. На обратной стороне промазываю декор гелем. Декор гель служит как клей, и в то же время еще дополнительно он изолирует картинку от влаги, если такая, к примеру, есть на торте. На декор гель очень хорошо прикрепить, чтобы соединилась картинка с тортом и хорошо держалась. Так как торт я планировала украшать вот такими завитушками с зефиром, я приготовила еще одну порцию, полпорции зефира, и по бокам отсадила вот такие зефирки. Посыпала сублимированным порошком свеклы. Можно использовать любой сублимированный порошок из клубники, малины, но у меня на данный момент был порошок свеклы. Второй вариант торта я готовила вот в такой форме сердечко. Так же само все приготовила зефир. На эту форму сердца у меня ушло полпорции данного количества рецепта. Пока зефир стоял в морозилке, я приготовила вторую порцию зефира, чтобы украсить торт. Торт я буду украшать с кондитерской насадкой. Просто вращаем и будем делать как бы такую розу. Если где-то зефир на насадке остается, зефирная масса, насадку надо чистить, чтобы это не мешало отсаживать красиво лепестки. И вот так отсаживаем лепестки. Вначале кажется очень сложно, но в процессе, когда уже понимаешь, где, как делать, то понимаешь, что это совсем не сложно. Работать с кремом это будет немного сложнее, так как зефирная масса более стабильная, она не тает в руках, когда мы держим кондитерский мешок. Зефирной массой работать гораздо легче. Конечно, нельзя слишком медлить, так как зефирная масса стабилизируется, но в то же время не надо тоже спешить, чтобы все получилось аккуратно и красиво. Когда готовим зефирный торт в силиконовой форме, тогда лучше сам зефир, зефирную массу не сбивать как бы до конца. Нам не надо настолько густую эту массу, как для отсаживания зефира. Мы можем остановить процесс сбивания, когда масса достаточно воздушная, но в то же время можно видеть, она еще как бы до конца не стабилизировалась, немного как бы тянется. Тогда будет удобнее наполнять форму и меньше вероятность, что будет пустоты. Перед тем, как наполнять зефир в силиконовую форму, в первом варианте я
очень тонким слоем форму промазала растительным маслом. Лишний слой салфеткой сняла, так чтобы форма просто была немного промазанная. А вторую форму я забыла промазать растительным маслом и вспомнила только тогда, когда надо было доставать торт из формы. Но, как оказалось, зефир настолько хорошо стабилизируется, что от силиконовой формы отходит даже когда она не промазана растительным маслом. Оба варианта отсоединились от формы, сами не надо было даже ничего там подтягивать, оттягивать, сам зефир просто отсоединяется от формы. Поэтому я думаю, нет необходимости форму промазывать растительным маслом. Но это в том случае, если вы готовите зефир по моему рецепту, так как я не знаю, как стабилизируется, как ведут себя другие виды зефира в силиконовых формах. Если у вас не получается зефир не стабилизируется, я вам советую просто поменять агар, потому что если агар хороший, то зефир получится в любом случае, несмотря какое пюре мы используем. Насадка постоянно у нас ползет по саму торту. Мы ее не держим в воздухе, а вот нижняя часть насадки постоянно прикасается к торту. Мы тянем насадку по торту. Тогда очень удобно отсаживается зефир, сразу прилипает. И так как это торт из зефира, он уже стабилизировался, мы никак его не можем повредить, прижимая насадку. Если мы будем эту насадку держать по воздуху, тогда лепестки будет соскальзывать, неровно садиться, поэтому лучше вот саму насадку постоянно тянуть по торту. Получается очень необычно, оригинально, интересно, красиво. Я выбрала конкретно этот изумрудный бисквит, потому что он яркий по цвету без добавления красителя. Весь торт у нас приготовленный без пищевых красителей, и в то же время он яркий, интересный. И тоже, чтобы прибавить контраста, я посыпала тем же самым порошком сублимированной свеклы. И получается вот такой контраст перехода цвета. И бока, чтобы посыпать, надо торт взять в руки, поставить немного на бок и через очень мелкое сито посыпаем с этим порошком. И чтобы торт выглядел более интереснее, я посыпала блестками, пищевыми такими блестками. Камера не передает, но в жизни эти блестки очень красиво блестит и смотрится очень красиво, интересно, необычно. Это идеальный вариант летом, если вам надо ехать куда-то в жару, но вы хотите взять что-то необыкновенное, красивое с собой. Вы не можете взять какой-то там муссовый торт, он все равно при транспортировке может потрескаться. Примерно 30 километров еще нормально вести муссовый торт, но если надо вести дальше, то он начнет таять, пойдет трещины и будет некрасиво. В то же время зефирный торт не требует холодильника, не требует холода. Его можно смело поставить на солнце, и с ним ничего не случится. Такой торт подходит для людей, которым нельзя молочные продукты. Я считаю, что такой зефирный торт на одном уровне с муссовым тортом и визуально, и по вкусу. Тоже очень нежно, воздушно. Не бойтесь экспериментировать, порадуйте близких, удивляйте гостей. Жмите на колокольчик,
чтобы не пропустить новые видео, рецепты, эксперименты. Делитесь с видео, комментируйте, чтобы помогать продвигать канал. Чем больше будет вас, тем больше я смогу с вами делиться с разными необычными рецептами, экспериментами. Всем пока!